Секреты крепкого здоровья. Здравствуйте, дорогие друзья! Зрительница спрашивает: застудилась, в ушах стреляло так, что от боли передергивалось лицо. Неделю голова мучительно болела, потом ухудшился слух. Антибиотики пропила, но улучшения нет. Что нужно делать, чтобы не оглохнуть? Также спрашивают: может ли загноение и осложнение после острого отита угрожать жизни или довести до инвалидности? Острый отит среднего уха часто появляется как осложнение при простуде, гриппе или после приступов гайморита, синусита, фарингита, аденоидита, танзелита и других заболеваний верхних дыхательных путей. Так как эти заболевания были первичными, значит, на них обращается первоочередное внимание, и лечение проводится совместно как для ушей, так и для первичных разносчиков болезней. Влияющие факторы – это переохлаждение организма, попадание воды в уши, простуда от мытья головы перед выходом из дома и воспаление лимфоузлов. Степень и острота простуды уха зависят от иммунитета человека и агрессивности распространяющейся инфекции. При сморкании, кашле или чихании инфекция из носовых пазух под давлением воздуха попадает в среднее ухо, оседает там, активно и злостно заражая окружающие ткани, после чего начинаются сильные стреляющие боли и мигрени. Если начать лечение своевременно, тогда может инфекция распространяться глубже в лимфатические узлы и ткани головного мозга, а это уже серьезная ситуация, приводящая к тяжелым последствиям. Могут развиться такие проблемы, как паралич лицевого нерва, разрыв барабанной перепонки, потеря слуха, сепсис и абсцесс уха и головного мозга, менингит, злокачественные и доброкачественные новообразования. Если простуда перетекла в тяжелую стадию с сильнейшими болями или вытеканием гноя, необходимо срочно обратиться к врачу, немедленно сдать в лабораторию анализы крови, слюны и выделения из носа и уха. Это нужно для выявления природы микробов. И только затем, по результатам обнаруженной инфекции, принять конкретные антибиотики, антивирусные препараты или стероидные медикаменты. В домашних условиях желательно лечить не только больное ухо, но и все органы головы, потому что инфекция переходит из уха в горло, в глаза или в нос и наоборот. Все мои рекомендации по избавлению от боли и борьбе с воспалением в ушах будут также относиться к заболеваниям горла, носа, глаз и головы. Поэтапные шаги лечения будут заключаться в следующем. Первое. Сразу закапывают в ухо 2 капли из смеси равных пропорций спиртовой настойки прополиса с маслом грецкого ореха. Если этих ингредиентов нет, тогда смешивают в равных частях водку и растительное масло. Второе. На шею и ухо накладывают противовоспалительный обезболивающий спиртовой компресс из настоек прополиса или чистотела с растолченными парацетамолом и антибиотиком. Для этого вырезают из целлофановой пленки прямоугольник, чуть меньше по размерам салфетки, кладут на пленку салфетку или марлю, затем ее смачивают лекарственной настойкой, а если таких настоек нет, тогда водкой, коньяком или другими крепкими алкогольными напитками. Компресс делается таким образом. Берется целлофановая пленка, бумага накладывается, потом сюда же на салфетку капаем лекарство.
Это настойка чистотела вместе с прополисом на спирту. Далее рассыпают по всей площади салфетки антибиотик из скрытой капсулы и размельченную болеутоляющую таблетку. При этом стараются оставить края салфетки сухими примерно на 1 см. Это делается для того, чтобы позже закрепляющие и удерживающие компресс пластыри или клейкая пленка скотч хорошо прилипли к бумаге. Теперь сюда же вот салфеточка уже влажная. Здесь в ступке уже растолченный антибиотик и болеутоляющий парацетамол. Вот, теперь сюда все мы насыпаем. На компресс. Вот, и компресс готов. Когда все будет готово, тогда накладывают компресс и прижимают его к телу. Далее закрепляют его, обмотав клейкой лентой вокруг шеи и головы. Вот примерно так компресс закрепляется. Еще можно погреть ухо обычной настольной или специальной инфракрасной лампой для открытия пор на коже и лучшего проникновения лекарства. После этого обязательно утепляются, обвязывают шею шарфом и надевают шапочку. Компресс можно менять каждые сутки и держать хоть целую неделю. Но если появятся малейшие признаки раздражения, покраснения или зуд, тогда его немедленно снимают, а шею и лицо промывают водой. Для успешного лечения начинаем с шеи по той причине, что на ней, близко к поверхности кожи, проходят основные кровеносные магистрали артериальной и венозной крови. Через кожу лекарство будет непосредственно локально впитываться в кровь, а затем уже вместе с кровью поступать во все глубокие ткани слуховых органов. Лекарство будет разноситься по всей голове, уничтожая инфекцию. Если смущает вид компресса, то можно сказать себе: пусть уж лучше я буду выглядеть как новогодний снеговичок из детского мультфильма, холодный снаружи, но зато внутри я хорошо разогреюсь и скорее выздоровлю. Вот примерно так нужно укрыться и держать все в тепле. Третье. Нужно ежедневно принимать 3 раза в день после еды 5 капель настойки прополиса. Его размешивают языком по деснам и по всему рту, держа и не глотая в течение 15 минут. За это время все лекарственные вещества должны хорошо впитаться в ткани носоглотки и горла. Этот прополис очень мелко постругать, чтобы быстрее растворился, и на литровую бутылку водки или пол-литровую бутылку спирта растворить. Подержать в темноте, в теплом месте до 3 недель, и потом уже можно принимать. Четвертое. Желательно делать обратную продувку ушей, как при втягивании мокрот из текущего носа, то есть зажав пальцами нос и закрывая рот, вдыхают воздух, создавая в носоглотке вакуум для принудительного отсоса жидкости из слуховой трубы назад в носоглотку.
Пятое. Можно закапывать сок каланхоя в больное ухо по одной капле 3-4 раза в день и съедать листочек растения, долго пережевывая его. Вот у нас каланхоя и листочек, пол-листочка за один раз вот нужно съедать. Шестое. Желательно регулярно промывать нос водой. Эта процедура действует как сосудосуживающий препарат и способствует уменьшению количества выделяемых жидкостей из носа. Конечно, можно закапать в нос аптечные сосудосуживающие препараты, но к ним со временем развивается привыкание. Как делать промывку носа детально рассказано в моих прошлых фильмах о кашле и гриппе. Там имеется также много другой полезной практической информации. Если приходится терпеть ужасную боль, то хорошо бы принять хотя бы парацетамол или ибупрофен. Они помогут расслабиться и поспать. Как известно, преимущественно во сне у человека включаются собственные механизмы самолечения. Не зря во всех реанимационных отделениях пациентам вводят в вену снотворное, чтобы они спали и быстрее восстанавливались. Они развлекались и не играли в игры на своих мобильных телефонах и не тратили свою жизненную энергию впустую. Желательно даже через компресс делать массаж шеи. 3 раза в день обхватить плотно подбородок пальцами, затем прижимая их, тянуть вдоль шеи и груди, стягивая с головы застойную кровь. Если без компресса, тогда смазывают шею и кожу за ушами специально приготовленной мазью. Для этого смешивают вместе в плотно закрывающиеся пол-литровой баночки следующие составляющие. Кладут туда мелкими кусочками вьетнамскую звездочку или бальзамы тигровый, драконовский или другую разогревающую мазь. Тигровый бальзам есть белый, есть красный. Белый немножечко имеет охлаждающий эффект, а красный разогревающий. Вот также применяется или драконовая мазь, можно использовать, или абоники бальзам, это африканский, это китайские все. Заливают 50 граммами любого растительного масла. Добавляют 1 чайную ложку меда и наливают 50 грамм спиртовой настойки прополиса, а затем все тщательно перемешивают. Втирают ее основательно в кожу почти досуха, обмазывают вокруг ушей и особенно в ямках за ушами, где находятся лимфоузлы. Далее в шею, грудь, солнечное сплетение, спину и подмышечные лимфоузлы. Заодно стараются одновременно легко массажировать тело. Кстати, это средство также отлично помогает при болезнях суставов. Можно делать прогревание инфракрасной лампой, к примеру, вот этой. Или можно приспособить обыкновенную настольную лампу. Для этого из 2-литровой пластиковой бутылки вырезают цилиндр, через который направляют свет и тепло к уху. Необходимо сохранять тепло, постоянно ходить в шерстяной двухслойной шапочке. Если заранее просчитывать возможные непредвиденные пребывания на холоде, к примеру, ожидание транспорта на остановках или сквозняки в магазинах и на работе, тогда удастся избежать опасных переохлаждений. Главная цель в лечении – это не только сейчас избавиться от воспаления, но впредь постараться не допускать повторения. Для этого хорошо запоминают и боль, и потерянное зря время, и израсходованные на процедуры и лекарства средства. Некоторые люди даже составляют себе полный список запрещенных вещей, от которых здоровье ухудшается. К примеру, человек признает, что его мучает гайморит, и здоровье ухудшается, если ходит без головного убора или выходит из дома, не просушив хорошо волосы. Значит, он должен исключить эти стартующие болезнь факторы. Сказать себе: мне нужно
заботливее прислушиваться к себе и наблюдать за носом, нормально ли он дышит, присматриваться к глазам, не краснеют ли они от чего-либо, ощущать голову, не появляется ли боль или какие-то прострелы внутри. Такая осведомленность о своем самочувствии поможет зафиксировать проблемы, а впоследствии избегать их. Тогда сознанием будет поставлен на вредные факторы крупный знак опасности и запрещения, как на высоковольтной электростанции, страшный череп с костями. Постепенно отношение к своему телу и органам поменяется, будет более заботливым и предусмотрительным. Такие меры помогут всем оставаться здоровыми, энергичными и красивыми на долгие годы. Для лечения ушей в своей практике я применяю магнитно-резонансную импульсную очистку и детоксикацию крови, головы и верхних дыхательных путей, провожу лечение электрофорезом, лазерным излучением, ультразвуком, ультрафиолетовыми и инфракрасными лампами, биолампами и мощными противовоспалительными натуральными лекарствами. Можно использовать лазерный аппарат, вот так вот свет направить в ухо для уничтожения инфекции и улучшения кровообращения. Вот таким образом. При таком интенсивном лечении уничтожается инфекция по всей голове, в горле, в ушах и глазах одновременно. Даже восстанавливаются слуховые нервы и улучшается давно потерянный слух, а также проходят мучительные головные боли. Во многих случаях у детей с врожденной глухотой и у взрослых с приобретенной туговухостью восстанавливался слух, и они смогли нормально воспринимать речь, смотря телевизор, слушая радио и общаясь по телефону. Они были очень рады, что сняли за ненадобностью свои слуховые аппараты. Выполняя эти рекомендации, у вас очистятся и окрепнут все дыхательные органы. Быстро пройдет мучительная боль в ушах, и в дальнейшем вы будете уверенно и прекрасно себя чувствовать весь осенне-зимний период. Спасибо за внимание. Берегите свое здоровье, прощайте обиды, занимайтесь нужным и полезным делом, тогда жизнь будет легкой, радостной и счастливой. Если вам понравилось видео, нажмите ниже экрана на значок руки с пальцем вверх I like this. Так вы поспособствуете продвижению видео, а в результате поможете людям заметить этот фильм, своевременно исцелиться и даже спасти чью-то жизнь. Подписывайтесь на мой канал, и вы будете первыми зрителями, кто получит новые фильмы. Вы узнаете много интересных и полезных секретов крепкого здоровья. Перешлите это видео своим друзьям, родителям и знакомым для их же блага. Благородные поступки улучшают судьбу. До скорой встречи!